А я в этом особой проблемы не вижу. Есть хорошая пословица: снявши голову, по волосам не плачут. Вы плачете по волосам. И не замечаете, что у нас скоро снимут голову. Все это электронное рабство и чипы – это форма, это проблемы поверхностные, это следствие. Со следствием бороться бесполезно. Сейчас на ДНК, на участок ДНК могут посадить что-то вроде чипа уже в роддоме. А технический прогресс невозможно остановить. Поэтому речь идет не о том, чтобы бороться с электронным рабством, а речь идет о том, чтобы бороться с рабской психологией, которую мы не замечаем. Дело в том, что социальная структура общества, которое существует, оно всегда связано с определенным менталитетом. И если общество языческое, то этому соответствуют рабовладельческие отношения. И как бы люди не устраивали революции, митинги, как бы они ни протестовали, но если у человека мышление раба, то будут рабовладельческие взаимоотношения в обществе. Мы не замечаем гораздо больше проблемы. Все дело в том, что современная цивилизация, европейская, западная, стремительно утрачивает веру, а понятие нравственности без понятия веры, любви, религиозности долго не живет. Но вот это особо никого не волнует. То, что разрушаются нравственные основы современной цивилизации, тоже особенно мало кого волнует. Вдумайтесь в простой факт. 3 самых таких заметных медийных фигуры православия: профессор Осипов, диакон Кураев, протоиерей Дмитрий Смирнов. Они все в своих лекциях фактически подписали приговор православию. Диакон Кураев сказал, что измениться уже, произвести какие-то реформы в православии невозможно. И что разложение, так сказать, высших структур идет полным ходом. Протоиерей Смирнов сказал, что религия, которую люди исповедуют, не православная, а сатанинская. Что исповедь заменена, вернее, покаяние заменено исповедью. И возникает вопрос, а почему так быстро православие превратилось в сатанинскую религию? Профессор Осипов сказал: мы еще живы. Но когда родственники приходят к больному и спрашивают, как его самочувствие, а врач отвечает: он еще жив, то это означает только одно: осталось ему недолго. Россия сейчас подобна всаднику без головы. У нее нет идеологии, у нее нет ясных целей, у нее нет механизмов защиты нравственности. Все говорят только о экономических проблемах. Но Россия всегда была так устроена, что без цели, объединяющей всех, она существовать не могла. Поэтому мы на сегодняшний день видим деградацию религии, деградацию культуры, нравственности, воспитания детей. И после этого мы хотим, чтобы была свобода и уважение к личности человека. Это невозможно. И то, что наступает электронное рабство, и жизнь людей становится невыносимой не только в плане слежки, но и экологическом плане, и в других, это всего-навсего означает,
то, что называется волей Всевышнего. Может возникнуть вопрос, как Бог допускает то, что скоро произойдет и уже происходит. Так вот, это рабство для того, эти невыносимые условия для существования нормального человека, чтобы люди вернулись к Богу и обрели веру. А вместе с ней нравственность. А вместе с нравственностью ощущение ответственности перед другими, ощущение единения с другими, понимание того, что мы все должны помогать и спасать друг друга, иначе мы не выживем. Вот когда люди будут задуматься не о последствиях, которые им не нравятся, а о причинах, которые они упорно не хотят видеть, тогда, вероятно, что-то изменится. А сейчас, пока люди не хотят думать о том, что на наших глазах распадаются главные стратегические структуры: душа, вера, нравственность, наше будущее, все это воспринимается совершенно спокойно. А когда уже вплотную приходят следствия этих проблем, вот тогда мы начинаем голосить и задавать себе вопрос: что делать? Бежать в деревню или куда-то? Достанут везде, следить будут везде, и рабами сделают, куда бы вы ни убежали. Если вы не будете заниматься своей душой, не менять себя в лучшую сторону. Еще раз хочу сказать, на физическом уровне наши протесты ничего не решат. Если мы внутри гнилые, снаружи надеяться на здоровье бесполезно. То, что мы называем христианской верой, сейчас угасает, истребляется, изгоняется из многих стран. И себе нужно задать вопрос, а почему это происходит? 25 лет я повторяю одно и то же. То, что мы называем христианством, им не являлось и не является. Мы совершенно не понимаем, чему учил Христос. И поэтому, если мы не понимаем и ориентируемся на ложные маяки, то неизбежно у нас будут проблемы. Так вот, когда судно теряет управление, когда оно идет на скалы, и люди этого не замечают, проблемы будут. Когда человек начинает переживать в нескольких метрах от скал, тогда уже бывает поздно. Поэтому не думайте о чипах, не думайте о контроле, думайте о своей душе и о том, как можно привести ее в порядок. В Библии сказано, что когда еврейский народ забыл о Боге, забыл о заповедях, которым нужно следовать, то Бог послал им царя-захватчика соседнего, который развязал войну и начал истреблять евреев. И тогда, когда возникла смертельная опасность для жизни, они объединились, вспомнили о вере, начали защищаться. И это в конечном счете спасло еврейский народ. Так вот, и болезни, и несчастья, и враги – это в первую очередь результат нашего внутреннего нежелания развиваться, нашего ослабления веры, исследования заповедям. Если заболевает человек, то сначала у него заболевает какой-то орган. Если человек не меняется, пытаясь устранить болезнь таблетками, но при этом не меняет ни образа жизни, ни свое восприятие мира, то он начинает заболевать весь, а потом он получает неизлечимое заболевание или смерть. ЛНР, ДНР подобны органам. Это часть русского народа.
которая сейчас испытывает страдания и мучения. И это знак всей России. Если Россия не обретет внятные, понятные ориентиры, духовные, нравственные, если Россия не обретет целей, концепций, по которой должна существовать она, то проблема будет усиливаться. Всем понятно, что у Украины проблемы серьезные, Россия, сказать, находится рядом. И автор этих проблем, все понимают, Соединенные Штаты. Но это на внешнем уровне. А есть глубинный уровень, когда нужно спросить себя, почему идея коммунизма, социализма оказалась несостоятельной в России и состоятельной в Китае. Китайский социализм им не является, но они сумели соединить два вида собственности. Они сумели соединить противоположности и стали процветать. Почему это не смогла сделать Россия? Почему в России раньше был социализм с нечеловеческим лицом, а сейчас с нечеловеческим лицом капитализм? Почему в России все с нечеловеческим лицом? Если говорить о менталитете, то нужно задать вопрос, а почему в России такой менталитет? Почему Россия не привлекательна для многих стран? Почему в России языческое мышление и рабовладельческие отношения? Так вот, если Россия не начнет реально меняться, если народ не сплотится и не обретет, не найдет смысл существования, так сказать, государства и себя, если Россия будет, отказываясь от идеологии, поклоняться куску хлеба, как это делают на Западе, то будет только хуже. Мы привыкли кланяться Западу и все у него заимствовать, забывая о том, что мы кланяемся и заимствуем у него форму, а содержание Запад как раз брал у России. Так вот, эти шарахания, когда мы сначала жили идеей, когда нравственность была выше денег, а потом мы шарахнулись поклонения деньгам и наплевали на все идеи, это время должно закончиться. Россия должна обрести свое лицо. Россия должна выстраивать свою политику и экономику, не исходя из приоритета куска хлеба и денег, которые являются мерилом всего, а исходя из понятий нравственности, достоинства, единения, гуманизма. И в принципе все это есть. Пока только стихийно, но оно есть.